Монахиня скрывала свою беременность в течение всех 9 месяцев. Но то, что произошло в день родов, шокировало всех вокруг. Лиза была молодой послушницей в монастыре Святой Агаты, который находился на уединенном утесе, возвышающемся над озером Талмир. Монастырь славился своей строгостью, дисциплиной и отрешенностью от внешнего мира. Здесь Лиза надеялась найти смысл жизни, полностью предавшись молитве, труду и служению Богу. Она была тиха, скромна, с добрыми глазами и робким сердцем. С самого начала своего пути в монастыре она старалась не подводить ни своих наставниц, ни Бога, искренне желая угодить тем, кто ее окружал. Все ее мысли были о том, как быть полезной, как обрести мир и покой в служении. Однако все изменилось одним весенним утром. Лиза проснулась от мучительной тошноты. В животе бушевала странная тяжесть, а голова кружилась, словно она находилась на вершине горы, с которой ей было не спуститься. Ощущение было настолько сильным, что, выбежав на улицу, она едва не упала возле древнего колодца, вода в котором отражала облака. К ней тут же подбежала сестра Беатрис, самая молодая из монахинь и единственная, кто относился к Лизе с теплотой и заботой. «Лиза, что с тобой?» – обеспокоенно спросила она, кладя ладонь на спину своей подруги, словно желая передать ей силу и поддержку. «Просто, наверное, я устала», – выдохнула Лиза, вытирая пот со лба, но внутри у нее завязывалось что-то серьезное. Однако симптомы не исчезли. Через несколько дней они только усилились. Тошнота по утрам, усталость, повышенная чувствительность. С каждым днем Лиза все больше осознавала, насколько эта ситуация была непростой и даже катастрофичной для нее. Она поняла, что была беременна. Но как? Она ведь не нарушала обеты, не была ни с кем. Мысль о чуде, о невероятной возможности сменялась страхом. Она стала прятать изменения своего тела под свободной рясой, теряясь в страхе быть разоблаченной. Через месяц мать-настоятельница монастыря Маргарет вызвала ее. Лиза сидела перед столом, не в силах поднять глаза. Острый взгляд настоятельницы будто пронзал ее насквозь, заставляя чувствовать себя уязвимой. «Кто отец ребенка?» – прозвучал вопрос, словно удар грома. «Я не знаю, матушка», – произнесла она, но ее голос дрожал от страха. «Не ври мне, дитя. Все видят. Ты думала, можно будет скрыть это от Господа и от нас». Слезы выступили у Лизы на глазах. Она покачала головой. «Я говорю правду. Я не знаю, как это случилось». Маргарет была непреклонна. С этого дня Лизу исключили из молитв, перевели в отдельную комнату без отопления. Она стала получать наказание. Ежедневные часы на коленях в каменном дворе. Воздержание от еды, в результате чего ей давали лишь кусок черствого хлеба и немного воды. Сестра Саманта, одна из старших монахинь, шептала остальным: «Она позорит нас. Это бесовщина. Если мы допустим это, проклятие ляжет на всех нас». Никто не вставал на защиту Лизы, кроме Беатрис. Эта храбрая душа иногда приносила ей немного еды, садилась рядом и держала ее за руку. Шептала слова поддержки и утешения. Но даже Беатрис стала объектом осуждения. Настоятельница угрожала ей наказанием за сочувствие грешнице. Ночами Лиза обнимала свой живот, молясь и умоляя Господа открыть ей истину. В одном из своих ночных кошмаров она увидела мужчину в черной рясе. Его лицо было скрыто тенью, а его голос звучал зловеще. «Ты ничего не помнишь. Ты спала. Все произошло под Божьим знаком». Она проснулась от страха, в слезах, сердце колотилось, как будто пыталось вырваться из груди. Позже в коридоре она столкнулась с отцом Грегом, духовным наставником монастыря. Его взгляд был холоден, а голос почти шепотом. «Иногда Господь выбирает людей, даже если они не осознают этого.
Не пытайся идти против воли свыше». Слова его, как ледяной дождь, обрушились на ее душу. В ту ночь Лиза поняла, что он делает. Ее лихорадило. Лоб был покрыт потом, а мысли путались в головокружительном водовороте. Желание бежать нарастало с каждой минутой, требуя решения. Но монастырь святой Агаты был словно крепость. Он стоял на обрывистом утесе, со всех сторон окруженный отвесными скалами, густым лесом и высоким каменным забором. Ворота охранялись дежурными сестрами, которые подчинялись лишь прямым указаниям настоятельницы. Никто не приходил и не уходил без ее ведома. Вокруг не было ни деревень, ни протоптанных троп. Путь вниз вел только через крутые лестницы, которые открывались лишь днем. Она оказалась в ловушке и, как тонущий корабль, без надежды советовалась с собственным страхом. Однажды сестра Беатрис пришла к ней с решимостью в глазах. «Ты должна бежать, иначе они убьют тебя». Лиза смотрела на нее с ужасом, понимая всю серьезность ситуации. «Куда я пойду? У меня никого нет». «У тебя есть Бог, и есть ребенок, которого ты должна спасти», ответила Беатрис. Она показала ей ключ от задней двери кухни. В ночь после вечерней молитвы она оставит ее открытой. Сердце Лизы стучало как барабан, когда она осознала, что это ее единственный шанс. Она вышла из своей комнаты, едва дыша от волнения, и скользнула по темному коридору. Но у двери ее остановила сестра Саманта. «Грешница, ты не уйдешь, Бог тебя накажет», произнесла она, сжимая руки в кулаки. Лизу потащили обратно. Маргарет вошла, глаза ее горели гневом. «Предательство!» — закричала она, зверски указывая на Беатрис. «Ты погубишь всех нас!» После этого Беатрис была заточена в карцер, и Лиза снова оказалась одна, под гнетом страха и боли. Прошло еще 2 недели. Ее тело истощилось, она не могла ходить. Только лежала, обнимая свой живот, ощущая внутри растущее чудо. И вот в ту ужасную ночь, когда гроза разрывала небо, у Лизы начались роды. Она кричала от боли, но никто не слышал ее. Или никто не хотел ее слышать. Лиза родила одна, в грязи и тьме, полностью полагаясь на свои инстинкты. И в тусклом свете свечи, которую она зажгла, увидела на груди младенца родимое пятно в форме звезды, символа пророчества в Писаниях. Наутро, когда монастырь проснулся от утреннего света, Лиза уже держала ребенка на руках. Ее лицо светилось нежностью и страхом одновременно. Сестры, увидев родимое пятно, оцепенели. Сестра Саманта прошептала: «Это знак. Мы ошиблись». Настоятельница Маргарет ворвалась в зал, побледнев. «Это не дар. Это искушение». Но все было иначе. И настало время разоблачения. Беатрис, которой удалось выбраться из карцера благодаря помощи одной из старших сестер, принесла доказательства. Дневник, в котором отец Грег собственноручно делал записи о своих наблюдениях и действиях. Среди страниц была запись, в которой он подтверждал, что добавил снотворное в питьевую воду Лизы перед ночной мессой, тем самым лишив ее сознания в ту самую ночь. Монахини одна за другой читали эти строки, и в их глазах появлялось не просто сомнение, а ужас и отвращение. Возмущение нарастало, как волна. «Мы все поверили лжи», — прошептала одна из них. Сначала начались споры, но затем, когда стало ясно, что ложь была единственным гибельным путь к остроте, гнев и раскаяние охватили почти всех. Настоящий бунт вспыхнул в стенах монастыря. Отец Грег был схвачен и передан местным властям для расследования и суда. Маргарет пыталась отрицать свою причастность, утверждая, что действовала из веры и страха. Однако ее хладнокровие и жестокость, с которой она мучила Лизу, уже никто не мог простить. Совет монастыря
отстранил ее от всех обязанностей и изгнал с позором, вонзая ей последнюю гвоздь в сердце. После всего этого монастырь начал меняться. Лиза с младенцем на руках покинула монастырь, покидая за собой прошлое, которое не исчезло, но оно больше не держало ее в плену. Теперь она оказалась на пороге новой жизни, свидетельствующей о том, что истина может быть спрятана, но она никогда не будет уничтожена. Так закончилась ее история, полная боли и надежды, светоносного начала, и теперь, независимо от того, что будет дальше, Лиза знала, она стала сильнее, чем когда-либо. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.